Всем привет! Продолжаю собирать скутер Yamaha Jog из старых запчастей. В прошлом видео разобрали двигатель. В этом видео планирую собрать двигатель. Ну и уже планировал резьбу нарезать, а тут надо заварить. Вот там отломанный кусок. Резьбу нарезать на 8. А такие вставочки на 8 надо, мне только на 6. Это М6. Надо еще М8 где-то заказать на Алиэкспресс. Я не знаю, так получилось, что подписчик хранит у меня вот запчасти. Тут картеры 3 штуки, 1 и тут 2, 6 штук. Ну, в общем, тут у него был этот 5 БМ картер. Я спросил его, ну, продай мне, сколько ты хочешь. И он взял и подарил мне его. Спасибо большое, Артур. Вот эти трубы он продает 2. Это на Honda Dio. 100 евро за штуку. Но они в хорошем состоянии. На Honda Dio или Vinci Touring. Еще есть Silent Pro. Какая-то труба вроде. На Dio не знаю, вроде подходит. А, вот такая. Технигаз. Редукторы. Ну, в общем, он... Так получилось, что теперь у меня есть картер 5 БМ. Так, сейчас задача стоит его подготовить. Что надо именно тут подготовить? Ну, вот тут болты. Кто-то не мог выкрутить, надо их выкрутить. И лапку. Лапка, видишь, кто-то бил. Вот тут бил, не могли выбить, снять лапку. Что-то тут надо нагревать вот это место, может быть. Не знаю, как его вытащить. Ну и вообще, ну... А, кстати, лапка у меня есть другая. От Рика G. Но она, видишь, не такая. Вроде такая, но не такая. Например, пружина тут с этой стороны натягивается. Слева, а вот тут справа. Ну, возможно, она не подходит на 5 БМ. И, ну, тут еще охлаждение. Вот, например, охлаждение. Я знаю, что оно точно не подходит. Но может и под... Не, но совсем другое. У меня есть, бы я покупал когда-то, ставил на свой трикаджи от 5 БМ. Вот смотри, вентиляторы. У 5 БМ намного больше вентилятор. Кожух тоже больше. Шире под вентилятор. То есть кожух уже тоже. Ну хорошо, что у меня он есть. Еще продувка. Типа тут считается крутая. Вот у 5 БМ типа есть такой канал. Сразу впуск. Отлито так, что типа смесь туда в цилиндр. А тут видишь, такого нет. Ну тут вот так запиливают, тут пропиливают. Но дырку можно пропилить. Типа делают как тут на 5 БМ. Ну да, у 5 БМ типа продувка лучше. Редуктора-то у меня нету от 5 БМ. Подойдет редуктор вот этот? То надо все накинуть, попробовать. Вау, что все оно подходит? Вот 3G. В общем, начинаем его подготавливать. Будем потихоньку собирать. Ну вот давай начнем с маленькой половинки. Вот я вижу, что тут что-то надо. Что-то тут уже было какие-то. Что-то сверлили, что-то с резьбой. Тут... Может тут надо заварить. Это может для... А, ну да. Да, это...
Тут получается нету резьбы, чтобы закрутить кожух охлаждения. А, тут болт обломанный, они просверлили, хотели высверлить, оно соскочило в сторону, и ушло сверло, и они высверлили рядом. Надо, в общем, вот этот болт обломанный достать. То первое, что надо сделать. Ну и больше вроде ничего. Но еще была проблема на старой половинке, что сюда не входит насос. Не знаю, почему он что-то не заходил, его забивали молотком, сломали. А тут вот интересно, 5 БМ, все нормально, все заходит, да? Что, тоже не заходит? Ты что, гонишь? Какая непруха с насосом. Да, что-то тоже не уходит. Это что-то, я не знаю, что-то такое. Что-то не везет мне. А, еще резьбы нету. Вот тут я вижу, тоже нету резьбы. Тоже нету резьбы. Значит, надо установить две резьбы. Тут и тут. Подглушитель есть резьбы. Так вроде все нормально. Странно. В общем, тут тоже насос не входит. Что-то непруха у меня с этим насосом. Вот тут кто-то ударил, не знаю, приплющил чуть-чуть. Вот линеечку, если приложить. Вот видно, там щель есть. Надо над фильком вот тут или круглым напильником чуть-чуть снять. И он должен зайти. Подожди. Что гонишь? Ну да. А, на одном? Чего не понял. Прикинь, тут две резьбы на 3 кг для насоса. Две резьбы тут идет. А у 5 БМ только одна резьба. На одном болтику. Тут глухая. Ну, нету ничего. Глухое. В общем, нету там. И не было резьбы. Пробую чуть-чуть снять. Насос должен зайти, по идее. А, ну да, оно даже видно, где оно шкрябает сверху тут. Получилось все нормально. Над фильком вот тут чуть-чуть сверху снял, и насос зашел. Плотно, все, резиночка зашла. Ну, сначала я думал новую резьбу там нарезать. А потом думаю, попробую мечиком. Ну, вначале мечик свободно идет, а там дальше плотнее. Ну, думаю, не буду трогать. Мечиком прошелся. Вот беру болтик. И пробую, как оно вообще. Ну, что? Зажмется оно, не? Ну, вроде нормально. Вначале оно там. Туда дальше просто может длиннее болтик подберу. На насосе обнаружил, что нет. Вот тут нету резьбы, надо нарезать. Что-то с резьбами этот проект. Тут резьбы, тут резьбы, тут. Что непруха. Сборка замедляется все больше. Вот тут, где насос закручивается, на М4. Значит, тут М4 у нас, так? А тут, ну, он уже все. Тут нету резьбы. Что
Что получается делать на 6? Нормально, я даже не сверлил, а так в ту старую резьбу закрутил. И от руки нарезалась резьба на 6. Удачно получилось. Все нормально. Теперь тут надо. Даже не видно, где привариться. Думал поставить гаечку и приварить сваркой. Тут что-то, ну, не видно даже. Может, его нагреть надо? Сначала не было видно, сейчас уже видно. Оно нагрелось и появилась граница между алюминием и вот железный болт. Вот тут он идет. Вот так зафиксировал болтик. Сейчас электродом двоечкой попробую. Получилось, да. Вот закручивается уже, все нормально, но тут то, что некрасиво теперь. Вот это такое страшно, не знаю. Я бы его заварил, заплавил чем-то. Или так оставить. Решил попробовать заварить все-таки эту дырку. Нашел у себя электроды по алюминию. Ну вот я достал, а они какие-то мокрые стали. Что это с ним? Вот это сверху. Что-то оно мокрое, не знаю. Может, когда будешь варить, оно высохнет? Надо, не знаю, надо зачистить сейчас. Вот я его зачистил. Ну да, оно не проплавило, оно просто гули наварило. Ну может хоть дырку получилось заварить. Тут зубилом отбилось, не проварилось. А тут вроде да, бо я его бил, оно не, ну, не отбивается. Надо фрезой зачищать. Попробую еще раз вот тут наварить. И тут, может получится заплавить его. Короче, тут наварил, заварил, начал зачищать. И думаю выкручивать, а она не выкручивается. Гайку приварил. И за гайку смог ее выкрутить. Но тут оно наплавилось. Я думаю обрезать этот кусочек и выкрутить. Пока что вот так. Такая штука есть. Ну, с этой стороны еще нормально вроде бы. Ну да, тут нормально вышло. А с этой все равно там дырка есть. Надо и опять варить. Это уже третий раз. Зачищаешь, завариваешь, зачищаешь. Ну и тут тоже типа. Но тут не смогу, если я сейчас... Оно так и может расплавиться. Опять резьбу заплавит. Короче, да, это очень головняк. Я уже тут полдня сижу. Зачищаю тут над фильками, фрезами там. Чем хочешь там. В итоге оно все равно, ну, некрасиво. Еще хуже вроде стало, да?
Что я сделал еще хуже, да? Еще разок резьбу прогнал. Сейчас покажу, как получилось. Ну тут вы видели. Вот так. Не, ну я хотел, чтобы оно вообще не было заметно, что тут даже кто-то что-то... Но все равно тут. Вот тут уже раковина осталась. Сюда я уже точно... Короче, оставляю вот так, как есть. И так намучился, полдня потерял. Чтобы вот тут заварить. Нечем варить, аргон надо. Короче. Тут еще можно чуть-чуть пройтись. Да я думаю, там не будет видно даже, да, снизу там. Тут глушитель. Не, ну может и будет видно. Ну да, еще есть вот раковина. Там еще есть раковина. В общем, оставляю так, уже лучше, чем был. Задолбался я с ней. Я думаю, может его запескоструить и вообще не будет видно там. Ну как? Типа замотовать, типа поверхность. Ну все, тут вроде бы все нормально уже. Резьбу все проверил. Беремся за эту тоже. Хочу ее подготовить для сборки двигателя. Для начала надо снять лапку, оно не выходит вот этот. Короче, оно амортизировало и поэтому не шло. А когда поставил сюда головку, поставил на опору, то и молоток потяжелее взял, и оно начало идти. И потихоньку идет, тяжело, но идет. В общем, надо было опору, молоток потяжелее. А, еще болгаркой обточила там, чтобы было. И вроде пошло. Ну, оно тяжело, потихоньку, но идет он. О, пошло. Опять. Кажется, уже тут головка. Ну, в общем, уже вышло почти. Вот, есть. Он кривой вроде бы. И не кривой он. Чё его? Я думаю, можно взять его на станок и обточить чуть-чуть. Взять чуть-чуть, обточить его. Смазать, чтобы... Это нереально, я не знаю. В принципе, его можно было вообще не выбивать, так и оставить. Ладно, дальше. Дальше вот эти два болта завальцованных надо снять. Ну, с болтом повезло. Вот так я его ключом. Вот он пошло. Сорвал с места и пошло. А этот был откручен. А что там, может, резьбы? Там что-то с резьбой. Нет, там резьба хорошая. Тут. Да и тут. А, бачишь, тут заржавел. Значит, надо все смазывать. Да, что тут туго очень снимается. А, тут на втулочке он очень туго снялся. Шайба снизу, потом шайба сверху. Ну, сальник тут был порванный. Вот он порван. Да вот его. Чуть-чуть наждачкой снял ржавчину и все. И вот он уже заходит. Еле выбил, а сейчас уже все. Даже болтается. Что это было? Даже вообще какая-то странность. То не мог выбить.
Теперь чуть-чуть почистил, уже болтается. Может, он просто был согнутый. Лапку. Наверное, тут шайбы наварить надо, чтобы оно не болталось. Пробойчиком. Вот так легко он выбился. Легко выбился. Сальник еще. Но я попробую, наверное, его. Как-то аккуратно выбью его. Может, еще и назад поставлю. Не знаю. Это же старых запчастей. Посмотрим. Если получится его аккуратно. Ну да, я его чуть-чуть согнул. Вот его номер. Размер там. Кортеко. Ну у него кромки вот эти, смотрю, кромки. Вроде даже еще и не изношенный, может. Ну, бы он все время в масле. Может, поставлю обратно его. Ну, желательно купить. Посмотрим. Тогда уже и подшипники надо новые. И сальник. Может, куплю новый. Не знаю. Надо еще вот этот подшипник, да? По-любому надо его снимать. Попробую пластилином, вот делать съемник сейчас неохота. Смотрел видосы, как люди снимают. Вроде пластилином можно. Такой пробойчик по диаметру. Только думаю, чтобы туда не пробить насквозь. Оно не выбьет насквозь. Да, Олег, такое я еще не делал. Пластилин. Ты что, гонишь? Может, действительно. Еще нагреть можно. Но мне кажется, если я буду вот это греть, то и подшипник тоже нагреется. Ну что, попробуем. Ну, пока что. Он сдвинулся, да. Вроде уже даже сдвинулся. А зачем тогда съемник? Съемник. Да, работает эта тема. Уже он сдвинулся. Прикольная штука. Это намного быстрее, чем съемник делать. Что-то минута делает и снял его. Прикольно. Ну да. Быстро, хорошо, нормально тема. С картером все уже. Ну, 2 половинки готовы уже. Не, еще сайлентблок, подожди.
Сайлентблок тоже снял. Есть такой, но чуть-чуть не такой. Да, по ширине. Вот этот родной 20. А этот, что новый у меня, он 19. Надо, знаешь, поискать на 20. А 20 в диаметре, 20 ширина. Болтик на 8. Сейчас еще крышку разберу. Крышку и вот эту надо тоже снять. Все алюминиевые детали, думаю. Вот, зажато хорошо. Вот полирую их или вот пескострую. Это алюминиевый молоток. Вот, еще японский. 6003. Кою. Головка на 17. Как раз по диаметру. Ну, на всякий случай я его снял, типа целый. Может, посмотрю, поищу. Подшипники. Ну, тут некоторые точно надо купить. То все буду мыть. Снял лапку, а тут что-то. Ой. А что этот стопор? Он такой мягкий. Вообще не стальной. Да, тут надо везде все проверять. С крышки тоже решил достать с помощью пластилина. Да, вышел. Все, пластилином. Тут не было сапуна, вот снял с того двигателя. Просто он защелкивается сюда. Сапун редуктора. Головка вот такая была, а тут вертыш. Я не хочу с этим вертышем. Нашел точно такую же. Без вертыша. Типа оригинальную. Но дело в том, что нашел еще и такую. И вот я смотрю, что какую лучше поставить. Наверное, вот эту. Сама подготовка занимает больше времени, чем сборка. Вот, например, прокладку надо будет вырезать на редуктор. А ее толщина какая? Если ты сделаешь 1 миллиметр или 0,3, то будет разница с редуктором, что-то там. Он же настроенный, наверное, шайбами там. 0,5. То есть полмиллиметра поронить надо. Нашел у себя прокладочку, повезло мне, что она у меня есть. Точно такая же толщиной, полмиллиметра. Ну, хорошо. Прокладочка есть. Такой паранит еще можно с него вырезать. Он тоже 0,5. Обратил внимание на вот эти плоскости. Они, вот смотри, плоскость на крышке редуктора. Видишь, какая она, вот именно плоскость. Видно, что это плоскость в идеальном состоянии. А вот тут, ну, она какая-то, я не знаю, что с ней делали. Как будто ее, даже не знаю, что с ней случилось. Может, почистили ее щеткой, а может, ее пескоструили, я не знаю. Но она везде полукруглая, скругленная какая-то.
И когда собираешь две половинки, я только слаживал, смотрел, то там даже щель есть где-то местами. А, вот тут удар есть. Вот вам не видно, а видно чуть-чуть. Какая-то она не плоскость такая, что, знаешь. Ну как вот тут. Видно же разницу. Что-то она какая-то полукруглая вся. Тут надо хороший герметик или притирать эти плоскости. Какие-то они странные. Вот, внутри картера, видишь, светится. То может воздух там пососать. Бачишь? Какие щели. Мне кажется, это не должно быть такого. О, на просвет. Ну да, вот оно все светится. Бачишь там. Ну, в общем, да, плоскости что-то пострадали. Стекло, нашел толстое стекло, хочу попробовать его. Для начала надо его помыть, чтобы чисто. Ну и такие наждачки листовые. Попробую 320 для начала. Он сейчас сразу покажет. Есть там неровности. Я думаю, что есть по-любому. А, ну да, ты что гонишь. Где-то берет, где-то не берет он. Значит, надо чуть-чуть притереть его. Ага. Надо какой-то груз. Какой-то груз поставлю. Я думаю, много не надо. Ну вот, например, вот видно, тут оно брало, а тут раз вообще не берет. Ну и дальше опять брал. Да, вот тут в этом месте есть чуть-чуть. Но я еще чуть-чуть потру его, когда оно начнет уже тут коса, ну, появится, что оно начало брать. Наждачка в этом месте чуть-чуть. Ну и все, так я ставлю. Герметиком должно все нормально. Надо хороший герметик. Жир налипает на наждачку, надо средством от жира. Бо жир, оно становится жирной. Тут. А, вот только чуть-чуть начало. Кромка появилась. Что она началась только. О. Вот видно там, не? А, не видно. О. Вот только с внутренней стороны только появилась. Еще чуть-чуть и все. Вот эту большую, чтобы начать притирать, то тут получается лапкой на подножке, что она стояла, выбило такую гульку, типа, ну. Ее надо сточить напильником, потому что она в одной плоскости, вот это место, где лапка упирает, и оно тут
Вот этот бугор, типа, ну, надо его снять. Оно будет мешать притирать вот это. Оно будет на бугор упираться. Надо его, сейчас я его сниму. Ну да, все. Все, он уже опустился ниже, можно притирать попробовать. То, что он длинный, неудобно. Да, можно на перекос его случайно снять. Надо его как-то это... Да, тут чуть-чуть посложнее уже. Можно стеклом перевернуть и стеклом попробовать. Может вот так. Сейчас я почухаю чуть-чуть, потом вам покажу. Или вот тут берет, тут он вообще не берет. Тут тоже не берет. Тут еще хуже, кривой. Сейчас маркером закрашу и покажу. О, надо было там тоже так сделать. Вот маркером помазал. И вот видно, где оно не берет. Вот тут чуть-чуть не брал. Потом дальше. Вот тут вмятина. Тоже вот в этом месте видно, что маркер, ну вы поняли. Где он стирается, там оно, где он остается, там яма. Да, вот в этом месте еще тоже надо. Но уже начало брать, вот видно. Вот эту ямку попробую уберу, но тут придется, наверное, много. Ага, вот тут тоже. Туда в болт получается. Все так шлифанул немного. Ямка так и осталась. Я чуть-чуть только вот так. И думаю, головки тоже надо. По-любому они тут, где их зажимали, сильно кривые. Ну, может быть, да. Но еще не знаю, какой буду ставить. Наверное, вот эту. Ну, а от этого типа родная 3KG. Но если больше степень, то надо бензин 95 тогда. А тут можно, может, и 92 ничего не будет страшно. Может, это больше ресурса, меньше нагрузка на коленвал, если меньше камеры в эту степень. Ну, короче, посмотрим. Так, ну все, тогда надо их отполировать теперь. Подготовить до сборки. Это было подготовка до сборки, а сборка уже тогда в следующем видео. Следующий этап — отмыть от болота. Крышку, наверное, отполирую, чтобы она до зеркала блестела. Попробуем, да? Это будет красиво. А так пока что хлам. Вот такой. Почернел от химии. И не везде взял. Закинем в аквабластинг. Аквабластинг. Ну да, вот это даже химия не берет, въелось что-то. То надо шкурить чем-то. Ну вот.
две детали уже отмыл. Надо еще вот эти. Мне показалось, что когда оно еще было там свежее, то оно блестело. Когда я вытянул сюда, на воздух, и оно как будто потемнело. Но я видел, что они добавляют какой-то катализатор туда, сыпят. Но они, наверное, что-то добавляют, чтобы оно не темнело. Но я не знаю, что. Если кто-то знает, напишите. Я видел, как они ложечку сыпят чего-то, какой-то химии. Раз. Сюда. И оно, наверное, не дает темнеть алюминию. Но я не знаю, что они добавляют. С этой стороны я не чистил. Только с этой стороны. Ну, нормально. Ну да, оно не блестит прям до зеркала. Но чистое, все нормально, пойдет. Это вообще было капец. Все четко. Если и вот это так получится, то это будет вообще круто. В общем, слабенький он. Я понял, что он слабенький для картера. Что-то мелочи какие-то, да. А картер нет, он слабенький. 120 атмосфер тут. И все равно это слабый. Надо где-то под 200, вот тогда да. Он будет чистить хорошо. Очень долго надо на одном месте, знаешь. Картера не получилось вот так сделать, как вот эти. Сначала сделал вот эти, обрадовался, что как оно красиво. И думаю, сейчас картера сделаю тоже. Вот так, чтоб, ну. А оно мощности у него не хватает. Или сама она нежная такая, что она... Ну, в общем, не берет. Вот тут не взяла черную. А там такие черные грязь тоже не взял. Не могу подлезть туда. Ну, вообще-то нормально все, хорошо. Но я думал, что вообще вот так будет. Не, оно у него, не знаю, 120 атмосфер там, но слабо. Надо мощнее давление, может быть. Не знаю, в общем. Ну, чисто, да, чисто, но оно не вот так, что прям, знаешь, вообще там как блестит. Ну, белое, прям белый-белый. Не, если он окисленный какой-то, или грязь такая, что въелась в алюминий, оно не берет. Может, надо... Предварительно, может, надо чем-то. Ну, вообще мне подходит. Нормально. Ну что, я же их не на выставку. Это вообще-то скутер старых запчастей. А крышку я понял, что оно блестеть не будет вот так. И даже не стал его чистить. А вот пескоструил ее. И тут видно, что вот гнилой алюминий. Или окисленный, или что. Ну, короче, прикинь, какие у него поры. Снизу тут. Это я хочу наждачками. Наждачками буду с водичкой отполирую. Вот сейчас, да, можно сказать, что ты подготовил картер до сборки. Картер это готовый картер. До сборки, да, но у нас нету запчастей. Тогда в следующем видео будем подготавливать все запчасти, все полностью, чтобы нужно, чтобы собрать двигатель. Вот эту штуку надо, или буду ее восстанавливать, или надо купить. Не знаю, может поищу, а от длинной, может снять там с длинного. Наверное, длинного не подойдет. Все буду искать полностью. Будем подготавливать. Не, ну сейчас прикольно, да? Да, мне нравится. Эта штука 3KG подходит сюда? Ну да, вроде подходит. Или не? Может тут зажигание как-то по-другому?